Друзья, мы сейчас находимся в компании DJI. Мало кто знает, что это китайская компания. Я, честно говоря, когда-то был сам очень сильно удивлен, потому что почему-то всегда думал, видя качество продукции, что это американская компания, и у них офис где-то рядом, возле компании Apple. Так вот, компания DJI, она является монополистом на рынке квадрокоптеров. Они просто лучшие в мире, лучше квадрокоптеров, чем они, и такого количества, как они, не продает никто. Также они делают мега крутые стабилизаторы для видеосъемки. Я думаю, что многие, кто снимает, знают это. Они у нас, кстати, забрали камеру Sony и сказали, что нужно снимать именно на их камеру. Поэтому мы были вынуждены купить их камеру для того, чтобы сделать для вас мега крутой контент. Кайшиба. В 2006 году основали компанию DJI, и спустя вот уже 13 лет компания является мировым лидером и практически монополистом в производстве квадрокоптеров, а также стабилизаторов для съемки. Хлоя, сотрудник компании DJI, она нам сейчас расскажет о продукции DJI и о компании DJI. Давайте послушаем Хлою. Хлоя, tell me please about your products. Okay. What is the most popular one which you sell? I think this one, they are the most popular one. What is this? This is Inspire. This is Inspire 2. Is it for professional some video? This is for professional video. It can change its gimbal, and it has two camera. One is the main camera with the gimbal, and the other is for the drone flyer. Ребят, люди со всего мира приезжают на экскурсии в компанию DJI в Китай. Вот я смотрю, что вот ребята, которые сейчас пришли, ну, очень похожи на американцев. Не уверен, но очень похожи. Ребята, так что мир меняется, уже американцы ездят, подсматривают за компанией DJI. How it works? What is this? It's for Rubber Master. Here you can see this. Is this gun? Yeah? Yeah. Really? But it is for the Rubber Master competition. Она мне показывает фотографию, на которой эти роботы соревнуются друг с другом. This is another type of Rubber Master's machine. And here it has the camera, the gun. Китайцы с их возможностями могут сделать 1 миллион таких роботов или 2 миллиона роботов. Я надеюсь, они ни к чему не готовятся. Только что был стоп-контроль от полиции. В Китае все достаточно просто. Останавливают и всем дают водителям дышать в трубочку. Если есть там какое-то количество промилле, без разговоров сразу же забирают, и 3 суток сидишь. И неважно, в какой машине ты сидишь. В Кайене, там, в Мазерати, которые тут больше всего популярны в Китае, или в таксишке за рулем. Неважно.
Ребят, я сейчас хочу показать вам, как работает реформа в Китае железной дороги. Обратите внимание, какие поезда стоят здесь. И сейчас вот можно на дорогах Китая увидеть только вот такие вот поезда. 1500 километров, например, мы ехали 8 часов. А сколько вы едете у себя в стране? 1500 километров. В Китае на уровне правительства приняли решение построить вокзалы, нормальные, современные, практически во всех селах даже. В больших городах, конечно же, тоже. И что интересно, я когда бываю в каких-то маленьких городках, в которых там жителей достаточно мало живет, идешь по вокзалу, оглядываешься, и ты видишь только себя, больше вокруг никого нет. И такие огромные вокзалы, они по размерам приблизительно как в Киеве аэропорт центральный. Это все делается для того, чтобы каждый китаец мог ощутить, что он живет действительно в великой стране. Друзья, всем привет! Евгений Смолей. Я один из партнеров компании Tiamat. У меня есть партнер, который владеет половиной компании. Я пришел, можно сказать, из смежного бизнеса, из трейдинга, да, из чистого трейдинга. Я сталкивался как частично с чаем, да, я просто в него залез с головой. И начал там уже развивать сторонние какие-то проекты, книжки писать и так далее. Вот я бы хотел, чтобы ты детальнее чуть рассказал по поводу чая. В Китае есть самый большой рынок чая. Он находится здесь у нас в Гуанчжоу, поэтому мы здесь находимся. Это рынок Фансун. Он 74 квадратных километра занимает место. Вот. Он же является самым большим в мире рынком чая. Поэтому мы там как бы постоянно дислоцируемся. У нас там основной офис. На этом рынке сидит примерно от 7 до 10 тысяч компаний чайных. Мы работаем на этом рынке. У нас есть торговая компания, у нас есть китайская компания, у нас есть китайский директор, китайские работники. Они работают. Мы, по сути, являемся экспертами в данном контексте. Мы говорим нашим работникам, какой чай надо покупать, почему. Мы проводим им обучение, мы их тренируем. А они непосредственно проверяют чай. Мы не занимаемся закупками. Мы сидим все по рабочим визам. На рабочих визах мы официальный трейдинг. То есть, мы занимаемся трейдингом, и у нас у всех рабочие визы, белое оформление. Но мы непосредственно закупками не занимаемся. Занимаются наши работники. Они все китайцы, тоже все официально оформлены на китайской компании. То есть вы продаете чай китайцам в том числе и в разные страны? В том числе продаем китайцам, да. То есть наш китайский офис, он занимается продажей чая на китайских платформах. Мы, в принципе, присутствуем везде. Ну, я не думаю, что ты знаешь внутренние системы, ну, какие-то слышал, простые типа Taobao, да? Но Taobao это ритейловая, есть 1688 CN, это аналог Alibaba International, то есть 1688 это оптовая платформа для китайцев. Формат тендеров, есть формат бирж чайных, есть формат аукционов, то есть мы во всех этих платформах участвуем. Что касается оптовых поставок, мы делаем все под ключ, начиная там от подбора сырья, поставок, брендинга, подбора полок и так далее. Весь ассортимент выбираем. Чай, посуда, аксессуары, чайные дома настраиваем, с нуля их создаем и так далее. Опыт достаточно большой. Пообщаться можно всегда в свободном режиме. Я не какой-то там закрытый человек. То есть то, что у меня соцсетей особо нет, ни о чем не говорит. Мне можно просто позвонить и поговорить. Окей. Мы можем электроночку какую-то оставить для того, чтобы с тобой связываться? Да, мы можем номер телефона оставить во всех менеджерах, я отвечаю. Ну, может быть, не через секунду и не через две, но, как ты знаешь, там бывает день, какая-то там у меня задержка в ответе, потому что я летаю много, и я всем стараюсь отвечать по всем вопросам. Просто бывает много сообщений, бывает в перелете там 12 часов, и просто теряются какие-то сообщения. Там. У меня отчасти делегировано на ассистентов какая-то работа, но вот такое прямое общение, когда директ идет, ну, все-таки люди хотят, наверное, ответ от меня услышать, поэтому я стараюсь сам общаться со всеми. Продаете ли вы чай за границу в какие-то страны? Если да, то в какие? Да, продаем во все страны мира. У нас есть офисы в Штатах, в арабских. В некоторых странах есть представители, не офисы, а представители. В Африке есть, в России есть.
в Китае, в разных городах. Последние месяцы происходит какая-то чистка, то есть всех. Почему? То есть это глобальная чистка русскоязычного населения? Нет, они просто хотят почистить людей, которые по документам находятся, например, как менеджеры, а работают в клубах, ресторанах, учителями или моделями, да, а по документам они менеджеры там или по бизнес-визе находятся здесь. Как бы сложно не был въезд в Китай и так далее, очень много людей без виз находится здесь. Даже вот сидит просто с документами, у них визы уже там 2-3 года назад, 5 лет назад закончились, они просто сидят. Я знаю таких нескольких человек, я всегда удивляюсь, как они находятся в Китае. Друзья, посмотрите, что уже сделала компания DJI, и то, что мы видели в фильмах буквально недавно, уже сейчас это стало реальностью. Посмотрите, огромное количество камер, вот, например, и камеры, и сенсоры, и они уже могут летать и следить за чем угодно. Смотрите, какой крутой коптер, с помощью него можно общаться с большой аудиторией, например, стадион на 50 или 80 тысяч человек, или просто на площади там, сотни тысяч человек. Так вот, запуская подобные коптеры с громкоговорителем, можно общаться с такой аудиторией, можно что-то им говорить, вещать. Этих коптеров может быть просто нереальное количество. И представьте, что будет завтра. Завтра все небо точно будет заполнено подобными коптерами, у которых будут стоять разные задачи. Но вот эти коптеры можно использовать в агросекторе. Здесь заливается удобрение, и можно распылять это удобрение. Вы можете подарить это своей бабушке, и она не будет так напрягаться, как сейчас. Как можно с тобой начать сотрудничать по чаю, если нас люди смотрят из других стран? Можно ли с тобой сотрудничать, у тебя покупать чай? Нужно со мной сотрудничать и покупать чай. Нужно. Если вы любите чай, вы можете покупать у нас чай в розницу в своей стране. Найти нас можно. Можно покупать из Китая. Можно покупать... Практически везде сейчас можно покупать. Что касается оптовых поставок, мы делаем все под ключ, начиная там от подбора сырья, поставок, брендинга, подбора полок и так далее. Ассортимент выбираем. Чай, посуда, аксессуары, чайные дома настраиваем, с нуля их создаем и так далее. Опыт достаточно большой. Очень важный вопрос по поводу книжек. Расскажи, пожалуйста, по поводу своей книги. Я знаю, что она номинирована на книгу рекордов Гиннесса. Это Сергей очень любит рассказывать про эту всю историю. На самом деле там ситуация такая, что проект он не закончен еще. То есть номинация, она ничего не значит. И если я вот попаду в книгу Гиннесса, я начну про это говорить. Вот. А так, пока про это говорить, есть книга, ее создавала большая команда людей под моим руководством. Да, там мы писали ее, 3 раза переписывали и так далее. То есть книгу финансировал я, и мы ей занимались. В общей сложности человек 30 занималось этой книгой. Это энциклопедия чая, очень подробная, такого базового, я бы сказал, формата, но в этом базовом формате чайная книга не выходила пока ни в одной стране, то есть это такой эксклюзивный формат подачи информации. Я как системщик, я математик, системный программист. Вот. И я люблю все упорядочивать в одну структуру какую-то. Я сделал структуру, и это энциклопедия. Эта энциклопедия очень понятная, простая. Что бы ты посоветовал начинающим предпринимателям? Те, которые смотрят нас и планируют открыть бизнес, либо бизнес с Китаем, да, то есть либо вообще, в принципе, бизнес. Не бояться, никого вообще не бояться. Спрашивать. Вы поймите, это не опасно
Вас за это не убьют, не покарают, не знаю, не высмеят, да, что вы вот со всеми здороваетесь. Общайтесь больше. Общайтесь больше, идите к людям, знакомьтесь с ними, участвуйте в мероприятиях. Не надо ходить на все тусовки, которые происходят. Оставляйте время для личной жизни, для семьи, для работы. Спасибо тебе большое. Вот реально одно из интервью, в которых я лично получил кайф, синергия опыта и вот энергии, да, вот я вот кайфанул. Спасибо тебе большое. Рынок видеопродакшена сейчас растет с каждым годом немыслимыми темпами, и компания DJI являлась пионерами в производстве стабилизаторов. Раньше пользовались просто корягами, ветками из деревьев реально, а сейчас они сделали очень классный, качественный продукт, которым можно смело пользоваться, и прям вот удобную штуку для видеосъемки, да, то есть они сейчас лидеры в стабилизаторах. Ребята, посмотрите вот на этот робот. То есть реально сделали настоящего робота. Сейчас с помощью этих роботов они просто играются. Студенты устраивают соревнования и стреляют этими роботами, которые стреляют шариками. Но реально представьте, если этот робот, он может уже ехать, в него уже встроена там видеокамера, также эта батарея достаточно мощная и солнечная батарея встроена, то есть реально он может ехать достаточно далеко. 1500 гиробордов легко делает фабрика такая среднестатистическая в Китае, 1500 гиробордов. Какое количество вот таких роботов может сделать достаточно мощная фабрика или сотня таких фабрик? Представьте, какое количество можно сделать их за год и запустить куда угодно. 500 тысяч штук. Миллион роботов. Ребят, давайте подумаем, к чему все это движется. Электромобили сейчас становятся умными и едут уже вместо водителя. Дронов различных становится все больше, которые можно использовать уже в агросекторе, в видеосъемках, для управления массами, в которые встроены громкоговорители. То есть реально к чему все это движется? Скоро будет весь мир просто порабощен роботами? Как вы считаете? Друзья, ну а пока нас не захватили роботы, я решил разыграть вот эту камеру со стабилизатором компактную, на которую был снят этот выпуск. Что нужно сделать? Условия очень простые. Первое, быть подписанным на мой канал. Второе, поставить лайк. И третье, сделать перепост этого видео и в комментариях оставить ссылочку на этот перепост. Удачи, а мы защищаемся от роботов.